Ну что ж, друзья, всем привет! Традиционно начинаем этот выпуск с обзора новых кошельков, которые прошли за сутки. Уже традиционно. Да, у нас 22 июля было 3685 новых активных кошельков в проекте появилось за сутки. Активный кошелек, напомню, это тот кошелек, который имеет на своем балансе хотя бы один Волкин. Отлично, растем, замечательно. Но, как вы уже можете догадываться, не все так будет радужно и однозначно. Но об этом перейдем чуть позже. Также в нашем телеграм-канале мы стали отслеживать количество котлет, которые появляются в игре. На данный момент, на момент 22 июля, 2 часов дня, это было число 64 873 котлета находится в игре. Как коммонки, так и анкомонки и другие рарности. Это тоже очень важная метрика для того, чтобы мы могли смотреть на инфляцию котлет, да, на их обесценивание в игре. Соответственно, чем больше котлет, чем они менее редкие, чем сложнее, чем легче их получить, тем их стоимость ниже. Все довольно логично. В принципе, вот это вот число, да, то, что когда люди получают бесплатного котлета, это число не считается, да, потому что это еще котлет не NFT. Но когда он переходит в статус NFT, тогда вот оно и идет сюда. То есть при росте пользователей, при стоимости дополнительной в 200 волкинов, это число довольно неплохое, все замечательно. Вот. Но переходим дальше. Ну, кстати, да, тоже небольшое отступление, тут вообще вкратце совсем. Вот важные ресурсы по Волкину. Если вы новичок, переходите по ссылочке, все максимально понятно, максимально круто. Если вы профи, тут тоже есть калькулятор. Вот, даже давайте нажмем, посмотрим. Это для новичков, то есть что, если у вас есть какой-то вопрос по игре, вопрос тот, который, не знаю, вы не понимаете, как сформулировать в комментариях, да, или в сообществе, можете перейти, посчитать, посмотреть, все максимально понятно. Вот, допустим, есть у вас вопрос по прокачке, хотя я не знаю уже у кого, ну, только у людей, которые первый раз заходят в игру, да, либо не так давно в игре. Вот, все максимально по-русски, по белому, черным по белому, да, все супер круто. Вот, и картиночки сочные, и понятно. Вот. А что касается раздела для профи, давайте зайдем. У нас volkin.co ресурс. Тут есть калькулятор. Что это такое? Да, калькулятор у нас есть Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Выбираем, допустим, Common, Волкин и котлет. Что мы видим? Мы видим, за какую стоимость продавались те или иные питомцы. Да, вот, допустим, последняя продажа была коса клоун котлет 1399. Комонка. Уровень тут, конечно, не показывается. Ну, в данном случае, получается, это 8 уровень, потому что ниже мы видим среднюю стоимость на данный момент. Это будет актуально для тех, кто не хочет постоянно заходить в маркет и смотреть флор на то или иное, на того или иного питомца. Вот. Но сейчас, конечно, это максимально плачевные цифры, это даже ниже себестоимости, потому что 515 флор, да, когда сейчас котлет 6 стоит 600 минимум, да, 620, по-моему, ну, как бы это сильно ниже себестоимости даже, а плюс еще гемы сюда добавьте. То есть, ну, такая картина, она не может долго повторяться, потому что она, ну, то есть, я думаю, понимаете, да, в минус никто себе работать не будет, никакой человек не будет себе закидывать волкинов, качать, а потом продавать котлеты в минус. Эта история, она сейчас конечная, пока не выкупят все котлеты по флору. Вот. И флор, соответственно, не поднимется на свои равноценные позиции, потому что у нас все-таки капитализм, а не плановая экономика, рыночная экономика, да, не плановая. Вот, что у нас тут дальше есть? Тут есть конвертер волкинов, солан и доллара. Ну, то есть, вот можно все посчитать, если вдруг кому надо. И из интересного есть уровень прокачки. Да, вот у нас есть 3 котлеты, допустим. Ну, давайте 4-ю поставим, запятая 6.
Вот, все, у нас 4 котлеты 6 уровня, да. В среднем мы проходим в день 10 тысяч шагов, окей, да, я напишу 15, потому что я 15 хожу в среднем. Рейтинг победы у нас 0,5, окей, его так и оставляем, потому что, ну, сейчас он, в принципе, у всех плюс-минус 0,5. Цена Волкина 0,85. И дальше что? Дальше мы говорим, что посчитай-ка нам в течение 180 дней, да, в течение полугода, допустим. Если мы будем качать до 10 уровня, что у нас произойдет? Да, вот стоит ли нам эти 4 котлеты качать до 10 уровня в течение полугода? Давайте получим ответ на этот вопрос. Что мы видим? Мы видим график, что вот все начали с 6, да, дальше мы прокачали одну котлету до 10, вторую, третью, четвертую, но они не успели прокачаться. Получается что? Получается мы не заработали в данном случае ничего. Если мы оставим просто, да, что мы не качаем до 10, пункт, то в данном случае 4 котлеты нам принесут за 180 дней 4470, неправильно сказал, 4474, да, Волкина. Вот, желтенькая, да, видите, вот это. И 6878 гемов. Тем самым, таким несложным методом мы можем посмотреть, что дадут нам 4 эти вот, соответственно, питомца, да, сколько мы вот можем вложить. Допустим, даже купив их по флору, флор сейчас 500 у нас, ну вот вложив 2000, через 180 дней мы можем получить 4474 Волкина. Плюс у нас еще будет еще 4 питомца. Ну, довольно выгодная пока история, если, ну, при данном флоре, потому что окупаемость очень хорошая. Вот, если вы не продаете котлетов, то фокусируйтесь именно на окупаемости, то это, наоборот, отличной новостью. Появилась дополнительная возможность приобрести котлету по низкому флору. Ну и переходим дальше к самому интересному и, возможно, грустному, а может и нет. Это раздача лутбоксов. Новость отличная, как в том ключе, когда я ее прочитал. Наконец-то, думаю, раздаются лутбоксы. Но весь момент кроется в том, какие это лутбоксы и на что. Дальше что нам предлагаю? 27 июля у нас будет раздача лутбоксов. Принять участие можно будет, как всегда, имея на балансе определенное количество монет. И сейчас, секунду, перейду в официальный канал. Вот мы в официальном канале. Как всегда, да, надо будет количество монет определенное. Это у нас вот оно, 500, 1000, 2000, да, 150, 300, 1000. Окей. Ну ладно, хорошо. Что мы видим? Мы видим одежда. Одежда 150, 300, 1000. Угу. Одежда за 150, отличная новость. Можно зайти, если у вас есть 150 Волкинов, супер. Вот, заходите, участвуйте, получайте шанс получить одежду за 150 Волкинов. Если у вас есть 300 Волкинов, тоже, в принципе, норм, потому что флор на одежду сейчас около 600-700 монет. В данном случае у вас появится шанс получить легендарку, рарку, да вообще, в принципе, весь спектр одежды за 300 Волкинов, что, в принципе, вообще халява. Вот. Ну и премиум, да, за 1000, наверное, уже нет, потому что можно уйти сильно в минус. Если вы купите премиум лутбокс за 1000, то получите, допустим, коммонку, и это будет не очень хорошо в плане того, что потом ее продать сможете за 400, где-то за 500, вот, в первые дни, да, потом еще цена укатается. Так что, если брать одежду, это замечательные новости. Вот 150, либо 300, отлично, можно играться. Что дальше мы видим? Дальше мы видим 500 Волкинов за Basic. Угу. Зачем нам тут вообще Basic? Многие уже написали, и я думаю, в принципе, все понимаем одно и то же. 10 тысяч лутбоксов с котлетами разыгрывается, из них 6 тысяч Basic. Еще 6 тысяч котлет прилетит на маркет с таким флором по 500. Ну, у кого есть денежка, у кого есть
наверное, даже два фактора, Волкины и вера в проект, те могут закупиться, прям закупиться. Флор будет, ну, прям, не знаю, очень плохой. Если они ничего не сделают, да, как я уже вот выше написал в телеграм-канале, короче, будет либо жопа, если они вот ничего не оставят, они проведут конкурс, и вот что мы увидим? Просто 6 тысяч котов, комонок обычных полетят просто вперед планеты всей на маркет и ушатают его просто, я не знаю куда. Вот, разгребать последствия этого раздачи лутбоксов мы будем еще довольно долго, а может уже и не мы будем. Вот, ну 3000 супер лутбоксов это хорошо, и 1000 тоже хорошо, потому что комонок, легендарок, ну особенно легендарок, рарок вот вообще не хватает, у них цена сейчас сильно высокая, но хотелось бы их поменьше, подешевле, это замечательно, но вот с бейсиком прям не очень. Идем дальше. Вернулись мы обратно на телеграм-канал наш. Кстати, да, подписывайтесь на него, чтобы быть всегда в курсе всех новостей в самых-самых первых рядах. Вот. Но, да, есть большое но с восклицательным знаком. Только мое мнение, да, не факт, что так оно будет. Ребята вроде как не глупые, они шарят, понимают за экономику, да, то есть что к чему приведет. Вот это вот вливание. Я думаю, они сами понимают, что 6 тысяч лутбоксов, 6 тысяч комонок вот этих вот влить в маркет никто не хочет, да, иначе бы они просто не повышали бы флор на 200%, чтобы он становился NFT не так давно. Соответственно, что ребята отлично понимают, что будет после того, как они проведут розыгрыш, после того, как 6 тысяч человек получат своих котлет и отправят их на маркет. Поэтому мне кажется, что они потом после раздачи или в момент раздачи, или вот после того, как конкурс пройдет и эти люди получат своих котлет на руки, ну вот как-то вот в этот период они поднимут стоимость создания NFT еще на 300 либо 500 монет. Тем самым у нас получится, что хочешь создать котлета NFT, да, плати довольно-таки уже приличную сумму, да, там порядка 1000, допустим, у нас будет за 6 левел, вот, около 1000. Хотелось бы, да, я поясню, то есть это было бы логично сделать. Тогда что? Тогда мы увидим, что те люди, у которых сейчас много NFT котлет, те сильно выигрывают, потому что сейчас они, ну, в такой сильной дизморали, сильной просадке, но что Степан, да, что там, что вы не богохульничаете, этот Amazee, делается как? Для чего бридинг-то вообще вводится? Да? Для того, чтобы один раз сделать определенное количество котлет, да, ну или там кроссовок, и дальше уже, чтобы пользователи сами регулировали количество вот этих вот оборачиваем, ну вот это вот предложение на рынке NFT, да, вот этих вот котлет, либо уже кроссовок. Да, у нас сейчас такая политика, что типа вот каждый пользователь получает бесплатного котлета. Окей, это хорошая тема, но не NFT, да, чтобы сделать NFT, ну плати довольно существенную сумму, вот. Зачем тебе как бы NFT история, да, для чего? Вот, если хочешь выводить, если хочешь поиграться, то, пожалуйста, бесплатно. Если хочешь уже как-то на этом зарабатывать и выводить денежку, пожалуйста, лучше закидывай и влияй как-то положительно на экономику игры. Вот, поэтому мое мнение такое, что было бы правильно, и надеюсь, они так сделают, иначе это очень-очень будет больно всем. Поднимут цену котлета еще на 300-500 монет. Тогда то количество, вот пускай даже комонок, пускай даже 6 уровня, у нас будет реально подлетит в цене, подлетят, вот, и будет всем, в принципе, хорошо. Вот. Почему я так думаю, да, потому что еще раз есть момент с поощрением лояльности, да, разработчики нам сказали, что чуваки получат двойные шансы те на
лутбокс, да, те, кто верит в проект, те, кто, соответственно, получил свою котлету и не продал его, да, не те, кто вот типа купи сейчас, купи, продай, да, не такая тактика. Купил, качаешь, веришь в проект, получаешь бонус. Смысл в этом. Посмотрим, 27 число довольно близко, раздача, по-моему, будет 29-го, то есть, ну, вот до конца этого месяца мы с вами уже будем, в принципе, видеть, что к чему приведет. Что у меня сейчас? У меня сейчас все питомцы остались на месте, вот, никого никуда не скидываю. Рынок сейчас, флор сейчас очень плохой, поэтому не спешу. Вот они все на месте. Поэтому спешить некуда. Мое мнение такое, что флор поднимется стоимость создания NFT, и тогда все мы будем в выигрыше. Вот. Могу, конечно, быть неправ, но надеюсь, я прав. Вот. Так что подписывайтесь на телегу, если еще вдруг не подписаны, подписывайтесь. Тут у нас вкусно, интересно. А также мы общаемся вон в комментах, прям супер диалоги идут. Отличные и идеи, и предложения. Всегда от вас идут супер предложения. Поэтому подписывайтесь, будем на связи.